Всем привет! В этом видео я хочу рассказать вам, что такое Osmosis и для чего он нужен. Osmosis — это самый популярный DEX в экосистеме Cosmos. Если кто-то не знает, DEX переводится как децентрализованная биржа. Это значит, что вы не передаете свои активы бирже. Также вам не нужно проходить процедуру KISS, процедуру верификации личности. Вы просто подключаете кошелек Kepler к приложению Osmosis по этому адресу. И после этого вы можете совершать свои свапы, обменные операции или вносить средства в пул ликвидности. Итак, как я уже сказал, DEX не хранит чьи-либо активы на своих кошельках. Вся логика обменных операций управляется на уровне кода автоматически. Еще раз, у Osmo нет владельца биржи, а значит нет рисков того, что, к примеру, кто-то решит заблокировать ваши активы, но есть риски взлома смарт-контракта. Так как это open-source проект, любой желающий может провести аудит кода на предмет уязвимостей. Osmo имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, но некоторые моменты, особенности при работе с ним вы должны понимать. Так как данный DEX развернут в сети Osmosis, прежде чем совершать какие-либо операции внутри DEX, вам вначале нужно перевести свои токены других сетей в сеть Osmosis. Эти межсетевые трансферы осуществляются с помощью ABC протокола. Он позволяет переводить токены из одной сети в другую сеть в экосистеме Cosmos. Но для этого данный протокол должны поддерживать обе сетки. К примеру, вы хотите обменять токены Yumi на токены Osmo. Для этого вы переходите во вкладку Assets, находите Yumi, депозит, выбираете необходимое количество, которое вы хотите перевести из сети Yumi в сеть Osmosis и подтверждаете транзакцию. Соглашаетесь с добавлением сети. Подтверждаете транзакцию. Когда ваши попытки перевести токены из нативных сетей в сеть Osmo завершаются ошибкой, вот такой ошибкой, это может быть связано с тем, что релейеры, именно они осуществляют межсетевые транзакции. Это специальная надстройка в сети, дополнительное ПО. Возможно, они сейчас испытывают перегруз и не совсем корректно работают. Просто попробуйте через несколько минут совершить транзакцию повторно. Сейчас вам уже не нужно будет подтверждать сеть, а просто согласиться с транзакцией. В этот раз транзакция подтвердилась и все закончилось успехом. Через некоторое время веб-интерфейс спарсит данные сети и обновит баланс. После того, как вы токены Yumi и сети Yumi перевели в сеть Osmo, вы можете продолжить свой трейд. Нажимаете сюда, выбираете из списка Yumi. И, к примеру, вы решаете обменять Yumi на токены Osmo. Здесь я хочу обратить ваше внимание на значение такого параметра, как slippage. Slippage или проскальзывание
это отклонение цены исполнения ордера вследствие изменения рыночной цены за время исполнения. То есть ваша предполагаемая цена, вы за 10 юми предполагаете получить такое количество осмо. За то время, пока ваша транзакция будет исполняться, соотношение цен между юми и осмо может поменяться, и есть вероятность, что из-за этого вы получите меньше, чем ожидали. Так как у меня объем обмена небольшой, то и проскальзывание практически отсутствует. Вы заметите, что при увеличении объема заявки значение проскальзывания увеличивается и может достигать критических значений. Это значит, что объем пула между юми и осмо не такой большой, и объем заявки на 100 тысяч долларов просто по сути обрушит цену на 30%. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Допустимое значение слиппеджа вы можете изменить вот здесь. Итак, вы решили обменять 10 юми, соглашаетесь с ценой и подтверждаете транзакцию. Транзакция подтвердилась. Как совершать свап я вам показал. Теперь давайте перейдем к пулам ликвидности. Нужно перейти во вкладку Pools. Для начала я хочу немножко рассказать, что это такое. Чтобы участвовать в пулах и получать награды, пользователям необходимо обеспечить ликвидность, или, другими словами, депонировать, внести токены в пул. Этот процесс называется обеспечением ликвидности, а сам процесс получения доходов от добавления в пул токенов называется майнингом ликвидности. Вы за то, что лочите разные токены разных сетей в пулах, начинаете получать, как бы майнить в качестве награды токены осмо. Если в пуле присутствуют внешние награды, стимулы, то вы дополнительно будете получать в качестве наград еще и другие токены. В отличие от других способов получения дохода, таких как стейкинг, кредитование или депозиты, майнинг ликвидности отличается тем, что в пул необходимо внести не один токен, а пару токенов. В том соотношении, которое было выбрано в пуле, вместо внесенной пары токенов вам предоставляются токены LP. Сейчас я вам это покажу на примере пула Юми Осмо. Пул Юми Осмо. У каждого пула может быть различное соотношение между токенами внутри пула. В данном случае это соотношение равно 1 к 1, 50 на 50%. То есть общая ликвидность пула составляет такое количество в долларовом эквиваленте, и 50% из них заключено в токенах Юми, 50% в токенах Осмо. Чтобы внести свою ликвидность в пул, вам нужно нажать вот сюда и выбрать количество токенов, которые вы будете выносить. Причем Осмо подставит вторую пару токенов с правильным весом за вас. Если на балансе у вас только токены Юми либо Осмо, вам для начала нужно либо свапнуть половинку, к примеру, Юми в Осмо. Здесь можно нажать на Health, и он автоматически свапнет половину. Либо с недавнего времени вот здесь добавилась опция Single Asset, которая позволяет внести пару токенов
с помощью одного токена. Для этого вы ее включаете, выбираете токен, который у вас есть на балансе, выбираете количество, и он за вас произведет свап с правильными весами и добавит ликвидность в пул за одну транзакцию. То есть вам не нужно вручную будет свапать. И нажимаете «Добавить ликвидность» и соглашаетесь с транзакцией. Успешно. Теперь у вас отображается баланс LP токенов в долларовом эквиваленте. LP токены это, по сути, это ваши доли, акции от всего пула. Так как с течением времени цены на Юми и Осмо меняются, кто-то добавляет ликвидность и так далее, вы можете увидеть, что объем ликвидности в пуле время от времени меняется. Ваш долларовый эквивалент ваших LP токенов меняется. Хочу обратить внимание, чтобы начать получать вознаграждение, нужно обязательно забондить токены. Простое добавление ликвидности в пул не даст вам вознаграждения. Забондить токены можно вот здесь. Вам нужно выбрать период анбондинга. Это период, который нужно будет выждать, когда вы в будущем решите вывести свою ликвидность из пула. Вам нужно будет сделать операцию Unbond. И если вы сейчас выберете день, то нужно будет подождать день, прежде чем токены LP поступят к вам обратно на баланс, после чего вы их сможете обменять на ваши первоначальные токены Юми, Осмо. И по аналогии 7 дней. Это нужно будет выждать 7 дней. 14 дней нужно будет выждать 14 дней. Единственная разница с стейкингом. В стейкинге, когда вы делаете операцию анбонда и ждете период анбонда, в этот момент вы не получаете награды за делегирование. В случае с пулами ликвидностями вы продолжаете получать награды. Чуть попозже я объясню, по какой схеме. Итак, к примеру, вы выбрали один день, выбираете количество ваших LP токенов и нажимаете на бонд. Ждете подтверждения транзакции. Транзакция успешно подтвердилась. Баланс обновился. Теперь у вас показывает 0. И в разделе ваших забонденных активов, ваших LP токенов, вы можете увидеть, на какой период, какое количество, под какой APR вы сделали бонд токенов. Возможно, кто-то не знает, что такое APR. APR – это сумма наград за год, деленная на ваши первоначальные инвестиции. По сути, это классическая процентная ставка, которую вы привыкли видеть в банках по вкладам. К примеру, если я положил бы ликвидность в размере ценою $100 на год в этот пул ликвидности, и значение APR за этот год оставалось бы неизменным, то в качестве наград я бы получил $76. Токены Осмо, либо дополнительные внешние стимулы эквивалентом $76.
API, в свою очередь, показывает годовой процент наград при условии, что я буду делать постоянное реинвестирование наград в начальные инвестиции. В Osmo есть такое понятие, как дневная эпоха. И начисление наград происходит каждый день в 8 вечера, 8:15 вечера по Москве. Начисляются награды в каждом пуле в соответствии с значением APR. И если я эти награды буду реинвестировать обратно в пул, увеличивая тело инвестиций, тем самым я буду разгонять свою итоговую доходность. Вот такие вот отличия между APR и API. Из чего же складываются стимулы для вознаграждения поставщиков ликвидности? Основные стимулы – это стимулы сети Osmosis. Для того, чтобы новый пул был добавлен в список пулов, которым будут выплачены награды в виде токенов Osmo, в сети Osmosis инициализируется предложение о том, чтобы этот пул добавить. За это предложение начинают голосовать валидаторы и стейкеры данной сети, и при успешном завершении новый пул добавляется в эту программу стимулирования поставщиков ликвидности. Награды для стимулов пулов из этого списка формируются из инфляционных токенов в сети Osmosis. 45% инфляционных токенов идут на поощрение для пулов из этого списка. Если вам интересно, я оставлю ссылку на эту таблицу. Здесь вы сможете посмотреть подробные числа, из чего формируются те или иные APR для каждого пула из списка стимулированных пулов сетью Osmosis. Также Osmosis позволяет организовать дополнительные награды для поставщиков ликвидности, помимо наград от сети Osmo. К примеру, в пуле Yumi Osmo появились дополнительные награды для поставщиков ликвидности. Для этого в сети Yumi было инициализировано предложение об этом, о выделении из комьюнити пула определенного количества токенов на поощрение поставщиков ликвидности. За это предложение проголосовало положительно большинство валидаторов и стейкеров, и оно было одобрено. Теперь в этом пуле поставщики ликвидности получают дополнительные награды в виде токенов Yumi. Также есть третий, относительно небольшой источник стимулов для поставщиков ликвидности. Это процент за свапы. На примере нашего пула это 0,2% от объема свапа. К примеру, кто-то совершил объем токенов Yumi на токены Osmo объемом 1000 Yumi, 2 Yumi будут уплачены в качестве комиссии. Эти сборы добавляются в пул, тем самым увеличивая ценность LP токенов в этом пуле. Также, если в параметрах пула установлена комиссия за вывод ликвидности, то эти удержанные в качестве комиссии LP токены сжигаются, тем самым увеличивая ценность оставшихся LP токенов. В данном пуле никакая комиссия за вывод ликвидности не взимается. Хочу обратить ваше внимание, чтобы вы понимали, что это за значение APR. Это значение APR, которое вы получаете в виде стимулов в токенами Osmo. Основные ваши награды как поставщика ликвидности
Дополнительные награды, значение APR дополнительных наград в Osmo не отображается. Соответственно, и итоговый, суммированный APR от нескольких источников стимулов не отображается. Я вам могу посоветовать внешний сервис по этой ссылке. Здесь очень приятный интерфейс, дашборд, который парсит данные по всем пулам в Osmo, обновляет данные достаточно часто, по моим наблюдениям, раз в несколько минут, и значение APR соответствует тем наградам, которые я получаю ежедневно. То есть здесь актуальные значения. Это APR, который поставщики ликвидности получают в данном пуле в виде основных наград, в виде токенов Osmo. Это APR в виде внешних стимулов, в виде токенов Yumi. Этот APR – это, как я уже говорил, часть комиссии за свапы возвращается в пул, тем самым делая токены LP более ценными и в итоге увеличивая итоговую доходность от LP токенов. Чтобы самим не суммировать эти все значения, вы можете пользоваться этим сервисом. Возможно, для вас это будет странным, но значения APR, они не зафиксированы, а динамичные. То есть они будут меняться с течением времени. Почему так происходит? Это происходит потому, что количество наград в виде Osmo токенов и в виде внешних стимулов, выделенных на пул, ограниченное, а количество поставщиков ликвидности может меняться. С увеличением числа поставщиков ликвидности значение APR, естественно, будет падать. Также в сети Osmo периодически происходит голосование по изменению программы стимулов пулов. Распределение наград для пулов меняется, и так может случиться, что ваш пул станет получать меньше наград от Osmo, ну или больше. Это также повлияет на изменение APR. Мне, как обычному пользователю, хватает средневзвешенных данных значений APR. Я раз в несколько дней захожу и смотрю, как изменилась доходность в пуле, и принимаю решение, выводить ликвидность или нет. Обновлять страничку каждую секунду и смотреть на изменения APR может негативно отражаться на вашей психике. Пожалуйста, так не делайте. Я решил записать момент распределения наград, чтобы вы вместе со мной смогли проверить актуальность значения APR в пуле. Итак, нам осталось 2 минуты до момента окончания одной эпохи и начала следующей. Я напоминаю, что я вносил ликвидность в Yumi Osmo. На данный момент у меня баланс Osmo составляет такое значение, а Yumi отсутствует. Здесь обновим актуальное значение APR. Здесь можно выбрать годовой, месячный, дневной, чтобы самим не делить на 365 дней. Запоминаем 0,34% за основные награды и 0,15% по дополнительным в виде токенов Yumi. Я бондил ликвидность на 14 дней. Соответственно, годовая будет вот такая доходность, если она сохранится в течение года. Пока я ходил пить чаек, новая эпоха началась. И давайте посмотрим, какое количество токенов мне было начислено.
В Osmo мне пришло эквивалентно 9,60 в долларовом значении, Юми на $4. Давайте проверим, то ли нам количество распределили в виде наград. Мы свою ликвидность умножаем на дневное значение APR 0,35%. И видим, что по Osmo значение наград сошлось. Дополнительные награды в виде токенов Юми. Там было значение 0,15. Умножаем свою ликвидность на этот APR. У нас немножко оно не сходится. Возможно, из-за того, что здесь еще не обновилось это значение. Не совсем актуальные данные. Но отклонение не такое большое. И вы видите, что в принципе средневзвешенные значения APR в этом дашборде они актуальные. Можно этим пользоваться. Когда вы принимаете решение вывести свою ликвидность, вам вначале нужно сделать unbound. После подтверждения данной транзакции запустится период unbound. В моем случае он займет 1 день. Транзакция подтвердилась. Теперь у меня начался обратный отсчет. По истечении 1 дня LP токены будут отображены вот здесь. И в дальнейшем я нажимаю вот сюда. Вывести ликвидность. И вывожу то количество, которое мне необходимо. Допустим, 100%. Сейчас у меня будет ошибка, потому что на балансе нет LP токенов. Если бы они были, было бы привычное вам окошко с подтверждением транзакции. Вы бы на нее с этой транзакцией согласились. И вам обменялись бы ваши LP токены на ваши начальные токены Юми Osmo, и вы бы их увидели во вкладке Assets. Как я упоминал ранее, если вы решите сделать unbonding своих LP токенов, то вы все равно будете продолжать получать награды, но APR будет зависеть от выбранного периода анбондинга во время бонда. Если во время бонда вы выбрали 1 день, то вы просто также будете продолжать получать APR и токены анбондинга. Если вы выбирали период анбонда 7 дней, когда вы решите сделать этот анбонд, первый день вы будете получать APR такого значения, а оставшиеся 6 дней периода анбондинга вы будете получать вот такой APR. Если вы при бонде выбирали период анбондинга в 14 дней и потом решили сделать анбондинг, первый день анбондинга вы будете получать APR вот такой, затем 7 дней вот такой APR, и потом оставшиеся дни вот такой APR. Награды, которые вы в конечном итоге будете получать в виде токенов Osmo и в виде дополнительных наград в виде токенов Юми. Эти награды полностью транспортабельные, не залоченные. Вы их можете выводить, менять, обменивать, отправлять куда хотите, либо обратно закидывать в пул ликвидности. Я часто вижу в сообществе такой вопрос, что выгоднее: стейкать токены или вносить их в пул ликвидности как ликвидность.
Но, во-первых, токены с вестинг локом, у них одна дорога — это стейкинг, токены, которые не подвержены, не обременены локами. Тут у вас уже вилка решений. Рассматривайте два этих инструмента, стейкинг и пулы ликвидности, друг от друга. Так может получиться, что в течение времени, к примеру, пулы ликвидности будут более доходными, но потом APR упадет и стейкинг станет более интересным. Либо наоборот, произойдет какой-то стейк-дроп в будущем. Я не владею никакой информацией, просто рассуждаю. И это позволит обогнать доходности по стейкингу по отношению к пулам ликвидности. Старайтесь гнаться не за максимальной прибылью, а диверсифицировать свои инвестиции с умом. Также я не могу не упомянуть про такое явление, с которым приходится сталкиваться поставщикам ликвидности, как непостоянные убытки. Объяснить на слух, что такое непостоянные убытки, достаточно сложно, поэтому я оставлю в описании ссылку на видео, где достаточно подробно в картинках будет дано объяснение этому на примерах. Это достаточно важный момент, который вы должны понимать, прежде чем вы сделаете выбор о том, чтобы стать поставщиком ликвидности. В принципе, основные моменты про пулы ликвидности, которые я хотел вам рассказать, я рассказал. Также я напоминаю, что являюсь действующим валидатором в сети Yume. И если вы решите свои токены стейкать и выберете меня в качестве валидатора, буду вам благодарен. Если у вас есть какие-то вопросы про стейкинг, посмотрите видео на моем канале, ответы на основные вопросы про проект Yume. Если после этого у вас останутся какие-то вопросы, заходите в Discord, в русскую ветку проекта Yume. Там я с удовольствием на них отвечу. Всем спасибо за внимание. Всем пока.